Привет, это «Испытание правдой». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, испытывая вас на прочность. Если градус правды повысится, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, флюги Гехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести флюги Гехаймен. Итак, поехали. Как увеличить доход в 10 раз? Вопрос от моего преподавателя экономики. Можно цену в 10 раз увеличить или количество товара в 10 раз увеличить продаваемого, если это вопросы поддаются математической логике. Но я думаю, в вопросе есть какой-то подвох. И он связан с чем-то потусторонним. И ответы на подобные вопросы обычно заключаются в использовании какого-нибудь особого энергетического поля, чтении каких-нибудь заклинаний, да и вообще снятие проклятий родовых. Выбор за вами. Ты был ментором. Как-то раз в одной социальной сети мне написал юноша именно с таким запросом. Не мог бы я быть его ментором? Не то чтобы этот вопрос казался мне каким-то странным, но я отказался. Для того, чтобы быть ментором, нужно в первую очередь в себе чувствовать силу, которую можно передать. Плохо, когда люди чувствуют что-то другое и стремятся это что-то другое передать. Мне кажется, надо с собой разбираться получше, а к менторству переходить гораздо позже. У нас нет желания слушать твой бред. Точно так же говорили перед выпиской доктора в психушке. Безусловно, есть люди, которые воспринимают речь других как бред. И это прекрасно. Я вообще за разнообразие. Чем больше бреда говорят одни, тем больше шансов начать говорить свой бред у других. Да, наверное, сложно договориться. Но прелесть мира не в единстве, а в разнообразии. И каждому бреду найдутся свои слушатели. Спасибо вам. Apple или Samsung? Надеюсь, сейчас мне заплатит один из гигантов. Мое пользование началось с Samsung, но в основном этот бренд преуспел в продаже мне своих телевизоров. А вот что касаемо гаджетов, здесь, конечно же, впереди Apple. Надеюсь, они продолжат свой неравный бой, и я смогу пополнять свою линейку новыми телевизорами и новыми телефонами и десктопными версиями их гаджетов. 1-1, короче. Ничья. А если ничья, пусть будет моя. Как научиться путешествовать с одним рюкзаком? Приходи ко мне на курс. Как избавиться от лишнего в своей жизни. Знаете, чтобы путешествовать с одним рюкзаком, нужно победить в себе желание нравиться людям. То есть у вас будет мало вещей, и останется только ваше естество. Не надо будет менять наряды, пользоваться косметикой, и так далее.
зубную пасту, главное, возьмите. В рюкзаке для этого место есть. Вообще, путешествие налегке – это особый талант. Надеюсь, у меня он есть. Может, в ассоциацию вступить в подобное. Мы тут ходили в баню. Прислать фотки. Давайте для начала определимся, кто это пишет. Потому что возможно, что после разглядывания фоток во мне проснется зависть. А вообще я, признаюсь, часто радуюсь не фоткам из бани, а когда люди умеют отдыхать, делают запоминающиеся снимки, видосики. Но ведь жизнь, она же для впечатлений. Мне часто нравится что-нибудь эдакое старенькое пересматривать. Да. Так что присылайте мне свои фотографии из бани. Какие новости в Северной Корее? Самая открытая страна в мире. Я думаю, что они, наверное, в какой-нибудь очередной Олимпиаде победили. Ну да, если бы они сказали, что они ее провели, это мог бы кто-то заметить, а что там за границами, кто же знает-то. Я думаю, они и космос освоили, и океаны, и моря победили. Вообще, подобно Северной Корее, если жить, у людей начинает отсутствовать потребность в излишествах разных. И они не то что с одним рюкзаком смогут путешествовать. В принципе, их путешествия будут заключаться в том, чтобы отойти от дома до работы, а от работы до дома. Идеальные условия для жизни. Добро пожаловать на курорты Северной Кореи. Поможет ли жена в кризис? Да, если уйдет к другому. Как говорится, баба с возу. А если серьезно, хотя не серьезно не надо, зачастую, когда наступает кризис, ну какой-то такой локальный, финансовый, то обычно жены-то они надолго не задерживаются. Это ведь только в фильмах, в богатстве и бедности. В бедности это вот в начале, потом-то желательно только в богатстве. Так что, ну да, поможет, конечно же, жена, если уйдет. А кому-то, конечно же, помогает. Наверное. Надеюсь. Я таких еще не встречал. Тебе нравится Джордж Клуни в рекламе кофе? Да, в принципе, как актер, прикольный. Я его впервые увидел в детстве в сериале «Что-то про скорую помощь». Я прям фанат этого сериала был. Да, в принципе, хороший актер. Мне нравится, как он стареет. Так благородно прям. Ну или это просто я вижу его только на экране. Надо съездить на озеро Кома, отыскать, где он там мило стареет. Может, врет нам все, этот телевизор. Но не может же телевизор постоянно врать. Каким кремом пользуешься? Кремом плоский живот. Не помогает. Да я как-то к кремам не настроен. Они какие-то жирные все. И руки от них хочется мыть после этого много раз. А есть те, кто помоет руки, намажет их кремом со словами: «О, как круто намазать кремом руки после мытья рук». А ведь если это сделают, у меня опять идти мыть руки. Замкнутый круг. Нет, давайте без крема. Надеюсь, что в ближайшее время буду пользоваться кремом от лишнего загара. От обгорания, наверное, он называется. Понял, нет? На этом сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий и звоните в колокольчик.